Приветствую вас на канале Wow Nails Design. По своему опыту знаю, что всегда любопытно подсмотреть рабочие моменты другого мастера. И в этом видео я поделюсь процессом перенаращивания полигелем и выполнения дизайна по мотивам корейского маникюра а-ля Aurora Nails, но я бы сказала на русский лад. Итак, начну. Ко мне попались вот такие вот ноготки. Это работа другого мастера, и обладательница этих ноготков изначально не устраивала их форма, они очень сильно клевали. Мы думали, сделаем коррекцию, но пока у меня появилось окошко, чтобы сделать коррекцию этим ноготкам, они еще сильнее отросли и клевали уже просто ужасно. Убрать длину нейл-катером на всех ноготках у меня, к сожалению, не получилось, потому что ногти очень сильно изогнутые. Местами из дизайна торчали бульонки, я их убрала, и буду спиливать ноготки. Сначала уберу длину на всех ноготках керамической фрезой, усеченный закругленный конус с красно-синей насечкой на 25 тысячах оборотов. Убрав длину, спиливаю старый материал. Аккуратно и деликатно, чтобы нигде не перепилить натуральные ноготки. Спилив предыдущие ноготки, пилочкой подровняла форму, отряхнула от пыли, и теперь уже алмазной фрезой пламя с красной насечкой также на 25 тысячах оборотов на форварде, двигаясь справа налево, выпиливаю птериги из-под кутикулы и из пазух левого бокового валика. Обработав таким образом левую сторону на всех пальчиках, переключаю аппарат на реверс и повторяю все те же самые движения, только уже слева направо, вычищая правые синусы и пазухи правых боковых валиков и зашлифовывая их. Кусачками для кутикулы отрезаю кутикулу. Выполнив маникюр на всех пальчиках, теперь мне необходимо подобрать размер формы каждому ноготку. Для большого пальца у меня это будет нулевка. Для наращивания я решила использовать плоские, узкие миндальные формы, но их минус, они подойдут только на узкую ногтевую пластину. У кого ногтевая пластина широкая, они окажутся малы. Для данных ноготков мне подошли на указательные и безымянные двоечки, на средний единичка и восьмерка на мизинчик. Тщательно вытираю ноготки от пыли, обезжириваю их, промазываю бескислотным праймером или он же ультрабонд. Пододвигаю еще раз кутикулу и тонко втирающими движениями промазываю каждый ноготок базовым гелем. Базовый гель обязательно просушиваю в лампе 30 секунд. Шпателем набираю горошину молочного полигеля и наношу на форму. Кистью, смоченной в спирте, либо в жидкости для работы с полигелем, разглаживаю, приминая полигель внутри формы. Ближе к кутикуле, к краю формы 2-3 мм полигеля почти не должно быть, а толщина слоя полигеля по всей форме где-то 1 мм или толщина пластиковой карты. Прижимаю форму с полигелем к ноготку, выравниваю по направлению. Ставлю зажим, чтобы форма не смещалась, и влажной кистью разглаживаю полигель под ногтем. Зажим не дает форме сместиться, и таким образом не появляются вот эти вот пузырьки воздуха в полигеле под формами. Повторяю данную манипуляцию на всех ноготках. Просушиваю полигель 60 секунд в лампе, снимаю зажим, отщелкиваю, убираю формы со всех ноготков. Для данного дизайна выбрала специально именно эти формы, потому что смоделированные ноготки с помощью этих форм получаются очень плоские и узкие. Вот что у меня получилось. Получились достаточно узенькие и плоские ноготки. Под ногтями все ровно. Обезжириваю ноготки. Липкость будет иметь вот этот бортик у кутикулы и полигель под свободным краем, так как эти области не касались форм. Подпиливаю бортики у кутикулы твердосплавной фрезой с красной насечкой. Параметры ее найдете в описании под видео. Убрав бортики, ступеньки у кутикулы, сравниваю все ноготки между собой, чтобы они были все одинаковой длины, и пилочкой 100-180 грит подпиливаю свободный край и выравниваю ноготки по форме. Затем переворачиваю ручку клиентки. Кое-где под свободным краем могут оставаться бортики, поэтому керамической фрезой игла с красной насечкой на 25 тысячах оборотов аккуратно, деликатно подпиливаю, выравнивая свободный край под ногтем. Тщательно очищаю ноготки от пыли и хорошо обезжириваю.
На данные верхние формы получаются очень красивые ноготки, красивые формы, длинные, узкие, плоские, тонкие. Но в этом и кроется их минус, они чересчур плоские, тонкие и плохо носибельные. Но для этого дизайна именно этим они и хороши, так как данный дизайн достаточно объемный, и он и придаст им те недостающие прочность и толщину. Градиент делаю в один слой, на 3/4 нанесла базу для гель-лака и на 1/4 неоновый розовый. Кистью гребешок для градиента разметающими движениями перемешала между собой базу и цветной гель-лак и затем уже стягивающими движениями выровняла, довела градиент до идеала. Просушиваю 1 минуту. Таким образом сделала градиент на всех ноготках и перекрываю теперь ноготки под втирку глянцевым топом без остаточной липкости. Хорошенько выравнивая, стараюсь, чтобы слой был достаточно тонкий, не утолщал ноготки. Просушиваю в лампе 1 минуту. И аппликатором аккуратно вглаживаю втирку. Разные торговые марки могут называть ее по-разному. Это Русалка или теперь это Аврора. Это полупрозрачная белая втирка, очень похожа на единорог, но более прозрачная, имеет яркий синий такой блик, отлив. Для хорошей носибельности втирки торец подпиливаю пилкой 100-180 грит, художественной плоской кистью очищаю от остатков втирки. Свободный край промазываю ультрабондом или он же бескислотный праймер. И затем каждый ноготок перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости, как можно более тонким слоем. По очереди перекрываю каждый ноготок, промежуточно просушиваю несколько секунд и затем уже просушиваю все ноготки окончательно 1 минуту. Далее для дизайна понадобится битое стекло. Это вот такие вот пленочки переливающиеся. Я заказывала на AliExpress во всяких разных вариантах. Ссылки на название своих находок оставила в описании под видео. Я выбрала полоску, которая на просвет дает такой розово-фиолетовый цвет, а при наклоне под углом это бирюзовый или зеленый такой блик. Отрезала полоску 3 см и начиная с углов под углом 90 градусов нарезаю полоски шириной где-то примерно 3 мм. Нарезаю обычными канцелярскими ножницами, но самое главное, они должны быть очень острые. Вот что у меня получилось. Промазываю ноготок тонким слоем базы для гель-лака и на непросушенную базу тонкой кистью переношу, выкладываю 2 кусочка битого стекла. Сами ноготки у меня миндальной формы, у них острый уголок на свободном крае. И вот эти полоски, кусочки битого стекла выкладываю таким образом, что вот эти острые уголки совпадали с острым уголком моего ноготка. Чтобы зафиксировать битое стекло, подсушиваю в лампе 10 секунд. Чтобы эти куски полоски битого стекла хорошенько запечатать и перекрыть, так как они очень плоские и широкие, и углы обязательно их где-то будут выпирать и торчать. Я промазала тонким слоем конструирующего прозрачного геля, а затем наставила каплю и распределила ее по ноготку. Тонкой кистью довела, доработала у кутикулы и боковых валиков. Данный объем геля как раз и придаст ноготку недостающую толщину и необходимую архитектуру. Переворачиваю ручку клиентки, чтобы ноготок не получился пирожком. Просушиваю гель 1 минуту, вытираю липкий слой. В принципе, данный этап можно пропустить и сразу перекрыть ноготки топ. Но на некоторых ноготках даже через этот гель я старалась не сильно толсто им перекрывать. Где-то все равно подтарчивают уголки этой пленки. Я подпилила их пилочкой и уже после этого перекрыла все ноготки глянцевым топом без липкого слоя. Окончательный топ просушиваю 1 минуту. Не знаю, получилось ли камере передать всю залипательность этого дизайна, но я надеюсь, это видео оказалось вам интересным, полезным и, возможно, даже понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. А также напомню, не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!